Всем привет! Это вторая часть видео из серии видео про то, как мы нашли свою работу в Канаде. В этом видео я хочу рассказать о том, как проходили наши интервью на разные должности в области здравоохранения в Канаде. Я была лично на 3 типах интервью. Это one-way видеоинтервью, личное интервью и личное интервью по видеосвязи. А первое видео из этой серии вы можете посмотреть по ссылке в описании. Когда вас позвали на интервью, очень важно к нему подготовиться. Прочитать про саму компанию, куда вы подавали свое резюме, про девиз компании, про цели компании, про миссию компании. Это все можно найти на официальном сайте. Также можно найти непосредственно вопросы, которые чаще всего задают на собеседовании на ту должность, на которую вы подаетесь. Например, должность Personal Support Worker и самые частые вопросы, которые задают на интервью для этой должности, вы можете найти на сайте Glassdoor или Indeed. Для того, чтобы лучше подготовиться к интервью, мы за несколько дней до интервью прописывали свои ответы на эти вопросы и примерно не зазубривали их, конечно, потому что это будет сразу видно, но примерно понимали, о чем мы будем говорить на каждый из вопросов. И это нам очень помогло, потому что по формулировке вопросы, возможно, и были различные, но суть вопросов была одна и та же. И мы уже примерно знали, о чем мы хотим сказать в ответе на этот вопрос, и не было такой большой паузы между вопросом и нашим ответом, что, конечно, сыграло нам на руку. На этих же сайтах вы можете посмотреть отзывы на эту компанию, посмотреть примерную зарплату по вашим должностям, что очень тоже важно, потому что некоторые работодатели любят спрашивать, а какую зарплату вы хотите? И часто люди теряются в ответе на этот вопрос, но лучше всего называть среднюю зарплату по вашей должности. И на этих сайтах как раз-таки можно посмотреть, какая зарплата на той должности, на которую вы хотите подаваться, а также как часто происходит повышение в этой компании, как часто происходит повышение и как и в должности, так и в зарплате в этой компании. Ну и, в общем, немножечко отзывы о компании тоже было бы неплохо вам почитать, чтобы понимать, куда вы идете. Я также в интернете прочитала рекомендации, что можно через LinkedIn или какой-либо другой сайт, но чаще всего это LinkedIn, связаться либо с нынешними работниками по вашей должности в этой компании, либо с предыдущими работниками и спросить у них некоторые инсайты, советы, может быть, они вам какие-то подсказки дадут. Если честно, мы так не делали, потому что мы немного постеснялись писать незнакомым людям, но я точно знаю, что здесь такая практика довольно-таки распространена, и если вы не такой стеснительный человек, можете написать письмо, и это тоже вам может помочь при устройстве в эту компанию на вашем интервью. Итак, первое интервью, о котором я хочу рассказать, это one-way видеоинтервью на должность Medical Assistant в группу клиник Apple Tree. Это формат интервью, когда вы записываете свои ответы на уже заготовленные компанией вопросы. Такое интервью проходит довольно быстро, то есть там не так много вопросов. У нас было 7 вопросов. И такое интервью обычно используется как скрининговое интервью для того, чтобы отсмотреть более детально сотрудников и дальше уже позвать на личное интервью. Вам приходит письмо со ссылкой на сайт, на котором надо будет записать это интервью. И дается определенный срок. У нас был срок 7 дней. И, конечно, начать записывать такое интервью можно в любое время, когда вам захочется. Всего у нас было 7 вопросов. Первый вопрос был пробный, то есть на него можно было записывать ваш ответ неограниченное количество раз. Допустим, вам не понравился тот ответ, который вы записали, вы можете перезаписать ваш ответ. Но это был только первый вопрос. Далее уже были вопросы на время, то есть по 3 минуты на каждый вопрос и всего лишь одна попытка записи вашего ответа. Проходит такое интервью довольно-таки быстро. То есть у нас на полностью запись всех ответов с учетом первого вопроса, который я лично перезаписывала, наверное, раз 6, потому что очень нервничала. С учетом этого всего вышло около 20 минут. И, конечно, между вопросами можно было сделать паузу, передохнуть, выпить там чай или водички и дальше уже продолжить это интервью. Вот примеры некоторых вопросов, которые у нас были. Почему мы должны вас нанять? Это как раз вопрос пробный, на который можно было перезаписывать ответ несколько раз. Какой подходящий к этой должности опыт работы у вас имеется? Какие у вас планы на ближайшие 5 лет? Какие планы на ближайшие 10 лет? Какие курсы и повышение квалификации вы проходили? Какие ваши сильные и слабые стороны и так далее?
Далее у меня было личное интервью на должность Medical Receptionist. К этому интервью я тоже готовилась, и в этот раз я прямо полностью на себе прочувствовала настоящее собеседование на работу. Интервью само длилось около 50 минут, хотя изначально было написано, что оно будет идти около получаса. Проводили это интервью директор клиники и его помощник. В первой части интервью были вопросы обо всем. Самые запоминающиеся из них, который поставил меня в тупик, это был вопрос о том, как вы думаете, как бы вас описали ваши друзья? Далее были вопросы, какие у вас хобби, как вы развлекаетесь, как вы отдыхаете и тому подобное. Во второй части уже пошли вопросы более профессиональные. Например, какой у вас релевантный опыт работы имеется, какие ваши сильные и слабые стороны, опишите один день на своей предыдущей работе. Также были вопросы, например, что вы делали на должности хирурга, как вы справляетесь с агрессивными пациентами, как вы справляетесь с агрессивными родственниками пациентов и так далее. После этого, к моему удивлению, мне было дано 2 задания. Первое задание, мне дали распечатанный текст примерно на 10-15 строчек. В этом тексте было написано диагноз пациента, примерно описан план его лечения, результаты его исследований и что делать, если прописанный план лечения не сработает. Мне дали время прочитать этот текст около 3-5 минут, и далее я, как будучи ресепшенист, должна была позвонить пациенту и рассказать ему про результаты его анализов, план лечения и все, что было написано по тексту. То есть само задание, как мне объяснили, было следующим. Надо было мне не прочитать текст, а как бы рассказать его своими словами. Естественно, когда я вроде позвонила этому пациенту, конечно, пациент был не настоящий, а это был помощник директора, я с ним разговаривала. И, конечно, этот помощник директора начал задавать мне дополнительные вопросы, как и любой нормальный пациент будет делать. И я вроде как по этому тексту, основываясь на этом тексте, должна была отвечать ему на эти вопросы. Мы вот так вот поговорили, и после того, как задание завершилось, мне сразу же дали обратную связь. Во время разговора пациент меня прямо спросил, какой у него диагноз и что этот диагноз значит. Я, естественно, попыталась объяснить, потому что диагноз был прописан у меня в тексте. Оказалось, что так как я не доктор, а ресепшенист, я не должна объяснять, что это за диагноз. И мне надо было сказать, что вы лучше обратитесь к своему лечащему врачу за разъяснениями. А с другой стороны, меня далее спросили о том, как часто встречается это заболевание и насколько оно распространено. Это тоже было прописано в тексте. И на этот вопрос я уже ответила, что вам лучше обратиться к доктору. Но мне сказали, что так как это было прописано в тексте, мне надо было сказать пациенту, как часто это заболевание встречается. И далее было второе задание. Мне надо было написать письмо пациенту о том, что мы в этот определенный день, в это определенное время не можем принять пациента в нашей клинике. И просим его перенести запись. Здесь меня уже во времени не ограничивали, дали листок бумаги, ручку, и я спокойно сидела и писала это письмо. Конечно, я постаралась соблюсти деловой характер письма, потому как я, как ресепшенист, представляю клинику. Я постаралась соблюсти все правила делового письма, я извинилась перед пациентом, даже придумала какую-то фиктивную причину, почему мы не можем его принять в этот день, и предложила несколько вариантов, когда мы можем перенести его запись, когда ему будет удобно прийти к нам еще раз. Это письмо довольно-таки быстро прочитали, пробежали глазами и сказали спасибо. После окончания этого задания мне немножечко рассказали про компанию, про конкретно мою должность, про то, какие функции я буду выполнять на этой должности, и спросили меня, есть ли у меня какие-то вопросы. Конечно, я тоже задала вопросы. Кстати говоря, такой небольшой совет, наверное, лучше всегда подготовить несколько вопросов, то есть буквально 2-3 вопроса, которые вы будете спрашивать у вашего интервьюера. То есть это покажет вашу заинтересованность в компании, в клинике, куда вы хотите прийти. Поэтому лучше всего подготовить вот эти 2-3 вопроса, чтобы не растеряться там и не придумывать. На этом, собственно, интервью закончилось. Далее у меня было еще одно интервью по видеосвязи. То есть это было интервью с реальным человеком, но по видео. На должность Personal Support Work. Заранее мне скинули ссылку на встречу. Само интервью длилось около 30 минут. Конечно, в начале интервью был небольшой small talk. Мы обсудили погоду, транспорт, здравоохранение и так далее. Но это буквально 2-3 минуты. Дальше были вопросы про мое образование, про курсы первой помощи,
про то, кем я до этого работала и что я делала на предыдущей должности. Далее пошли вопросы непосредственно про ту должность, на которую я устраивалась. То есть работала ли я с пожилыми людьми, работала ли я с пациентами, у которых есть деменция, работала ли я с механическими подъемниками, лифтами, умею ли я менять белье у лежачих пациентов. И еще был вопрос, могу ли я разглашать личную информацию пациента его родственникам. Кстати говоря, ответ был «не могу», надо сначала спросить у пациента, потом уже разглашать какую-либо информацию даже его родственникам. Обратная связь, кстати говоря, у меня была из всех интервью только после интервью на Personal Support Work. Там нам предложили сразу же контракт, на который мы согласились, но в дальнейшем так получилось, что мы через месяц после того, как мы подписали контракт, уволились из этого места. Довольно долгая история, которую я расскажу в следующем видео, если будет интересно. Кстати говоря, про это интервью у Андрея был совершенно другой опыт такого же интервью, как у меня. Мы собеседовались на одну и ту же должность, но нас собеседовали разные люди в одну и ту же компанию. Он сейчас об этом расскажет. Наш с Маргаритой опыт интервью, конечно, отличается друг от друга. У нее интервью было больше, у меня они были интереснее. Мы собеседовались в одно и то же агентство на должность PSW, то есть Personal Support Worker, но собеседовали нас разные люди, и ее собеседовала HR. Там, насколько я понимаю, было довольно типичное интервью с вопросами из Indeed, ничем не примечательное. Меня же собеседовала будущая непосредственная начальница, и интервью было построено в форме непринужденной беседы. Про мою квалификацию мы разговаривали минут 10, были вопросы про то, сколько лет у меня опыта в медицине, есть ли опыт работы с пожилыми и дементными пациентами, с пациентами с Альцгеймером, с лежачими пациентами и так далее. Все остальное время, а интервью все длилось около часа, мы обсуждали разницу здравоохранения между Россией и Канадой, погоду и общественный транспорт. Самое интересное и необычное собеседование у нас было в том доме престарелых, в котором мы сейчас и работаем. Во-первых, собеседовали нас двоих одновременно, чего мы не ожидали. Формальных вопросов не было совсем. Все интервью было в форме беседы, причем про себя наша будущая начальница рассказала гораздо больше, чем спрашивала про нас. Естественно, обсудили разницу между Россией и Канадой, общественный транспорт и аномально теплую зиму. И вот это вот было единственное интервью, где мы абсолютно сразу же получили обратную связь. Она нам сказала, что мы полностью ее устраиваем, и сказала, что в этот день или на следующий нам придет offer letter, который мы должны будем подписать и приступать к работе. Что, собственно, и произошло. В день вашего интервью, то есть после того, как ваше интервью закончилось, здесь принято писать thank you note. В целом, вы просто хотите поблагодарить человека за то, что он уделил вам время, провел с вами интервью, что вам оно понравилось. Вы тем самым как бы показываете, что вы очень заинтересованы в устройстве в эту компанию. Ничего особенного тут нет. Вот один из примеров thank you note вы видите на экране. Довольно коротенькое письмо, просто, грубо говоря, спасибо. Вообще, по поведению интервьюера очень сложно сказать, как интервью прошло, хорошо или не очень хорошо. Нам на одном из интервью прямо сказали, что HR не имеет права разглашать такую информацию непосредственно сразу после интервью. То есть я так понимаю, что это запрещено, и они обязательно должны подождать несколько дней и только после этого написать вам письмо. Если после завершения интервью через где-то 4-5 дней вы никакого ответа от компании не получаете, вы можете написать follow-up letter человеку, который вас интервьюировал. Здесь вы уже пишете немного информации о себе. Например, 20 числа в 10 утра у меня было с вами интервью на такую-то должность, и вы спрашиваете, есть ли какие-то движения по вашему кейсу. Также вы можете добавить, что если вам необходима какая-то дополнительная информация, я всегда готов ее предоставить. Но вот на экране я вам показываю пример follow-up letter, который я сама писала. Считается, что таких писем можно написать до 3 штук с разницей где-то в 1 неделю. И если после 3-го письма у вас никакого ответа от компании все еще нету, то, скорее всего, вашу кандидатуру больше на эту должность не рассматривают. В
В целом хочется сказать, что, конечно, все работодатели здесь понимают, что до этого вы, например, работаете доктором, медсестрой или кем-либо, то есть у вас уже есть профессия, и здесь вы устраиваетесь на должность ниже той должности, на которой вы ранее работали. И скрывать это в своем резюме смысла нету, здесь к этому довольно-таки нормально относятся. И работодатели понимают, что впереди у вас довольно сложный путь лицензирования, где-то с резидентурой, где-то без резидентуры, но тем не менее, работать по специальности вы сможете еще не скоро. Но здесь есть еще обратная сторона медали. На своей нынешней работе я слышала, почему работодатели не любят нанимать докторов, которые приехали из других стран, на должности ниже, чем они до этого работали. Все дело в их отношении к работе. То есть есть люди, которым тяжело свыкнуться с мыслью, что врачом человек сейчас сработать не сможет, и неизвестно, когда, через какое время в будущем он сможет все-таки работать врачом. И это, конечно, отражается на его работе. Например, он не хочет выполнять какие-то обязанности или выполняет их спустя рукава и с таким отношением, которое сразу заметно и его коллегам, и его начальству. И, конечно, работодатель не хочет нанимать такого работника к себе в команду. Здесь просто хочется сказать, что я как никто понимаю, что иногда нужно соглашаться на любую работу, даже которая не сильно нравится сейчас в моменте, но, наверное, лучше всего здесь, конечно, выйти на работу, но продолжать искать, рассылать свое резюме, улучшать свое резюме, потому как если вы уже устроились на работу в Канаде, найти следующую работу будет немного проще, чем найти свою первую работу вообще без какого-либо канадского опыта. Поэтому хочется сказать, не отчаивайтесь, рассылайте резюме, и я надеюсь, что у вас все получится. В итоге, после всех этих интервью нас взяли на 2 работы, и с одной из них мы уже успели уволиться. Об этом я расскажу в следующем видео. Спасибо за внимание.